Молодец, браво. Ура! И персик тебе подхлопывает. Научился Так. кузнечика. Так что теперь, если YouTube закроет, можно идти в переход, играть и денежку зарабатывать свободно. И зарабатывать котам на корм. Всем привет! Привет. Вы на канале «Из города на дачу». И несмотря на замедление Ютуба, мы решили не останавливаться и продолжать снимать видео для вас. Да, и как видите, у нас находится время и для хобби, и для работы. Сегодня работы у нас предстоит немало. Пойдем расскажем, что мы хотим сегодня сделать. Пойдем. Несмотря на то, что сейчас на улице довольно холодно и мороз, мы хотим с Викочкой продолжить и доделать ремонт в этом нашем коридоре. Он неотапливаемый, но тем не менее думаю, что у нас все получится. Ну и наша задача сегодня это будет большая покраска у нас, да? Да. Потому что мы уже заштукатурили и зашпаклевали все щели на потолке, нужно будет его перекрасить. Также сначала подшлифовать, а потом перекрасить. Вот. Также еще вот эту стену, мы все думали, эти панельки красить, не красить. В общем, немного пожили с ними в таком цвете, но все-таки решили, будем их перекрашивать. Более такой светлый цвет. Ну и, конечно же, навести уют. То есть повесить занавески, вымыть окошки. Сначала вымыть окошки, потом повесить занавески. Да, и, в общем, еще полочки. У нас тут полочки были. Мы их тоже вернем на место и покажем уже конечный результат. Ну и, конечно же, мы начнем с ремонта потолка. Посмотрите, как сейчас он выглядит. Такой зашпаклеванный, но довольно кривой. Поэтому сейчас Вика принесет наждачку и соответствующие инструменты, и будем этим заниматься. Так, все, принесла все необходимое. Разбирай. Так, что тебе? мне черные очки Так, и держи черную черные маску. очки и черную маску. О, так Всё, будет подходяще. Погнали. Пошкурили, выровняли все поверхности, а теперь подошло время красить. Красить будем краскопультом, чтобы сэкономить время, но вначале заклеим все поверхности, которые не подлежат подкраске. То есть это 2 двери, 2 окна, бокс с автоматами я уже заклеил, но для этого нам понадобится клеенка и скотч. Ну а там, где клеенки не хватило, повесим старое одеяло. Например, на вот эту дверь. Оп, оп и оп. Так, Веснушка, ты любишь, да? Под клееночки, в сумочки разные залазить. Смотри, покрасим тебя, будешь блондинкой у нас. Ребят, но окрасить мы сегодня будем краской, фасадной краской. Я ее называю чудо-краска. Торговая марка Farbitex Profi, она не перестает нас удивлять и издала вот такую вот новинку, фасадную краску Four Season или 4 сезона. Да, кстати, гляньте, какие красивые жилеточки они нам подарили. Оцените. Да, супер. И теплые, и красивые. В таких красить жалко. И фирма. Да. Я, наверное, все равно переоденусь, бо мне жалко Жалко, ее да. заделать, да. Я переоденусь. Но я а буду потом красить в идем. этой. Мне тепло тут. Ну, ты более аккуратная, чем я, потому что у меня все будет, все черное будет белое, а где белое будет черное. Ну хорошо. В прошлый раз мы тоже делали ремонт здесь в холодную погоду, мы поклеили здесь кирпичики, и я решила все-таки покрасить их фасадной краской, обычной фасадной краской. Ну и итог таков, что краска очень долго сохла, это раз, а во-вторых, в скором времени она обсыпалась. Ну и в прошлом видео я показывала, как я снимала уже так остатки. Поэтому, когда мы увидели эту краску на линейке Farbitex Profi, мы сразу поняли, это то, что нам нужно, потому что этой краской можно красить как и мы в -5, также -10 и даже -15. Так что, друзья, кто живет в холодных регионах и где затяжная зима, а возможно вы и сейчас хотите что-то перекрасить или покрасить, то этот вариант фасадной краски 4 сезона вам отлично подойдет. Сейчас я ее открою. И, кстати, я еще не сказала, что эта краска, она представлена в базе А, и ее можно легко заколеровать как вручную, так и автоматическим способом.
Так, краска очень плотная, поэтому мы немного ее разбавим водой, чтобы запустить ее и красить через краскопульт. Наберем сюда краску. Так, давай я этот, а ты водички добавишь потом. Давай я сразу воды, Давай. чтобы она не густая была. Чуть-чуть. А теперь краску. Ну и, наверное, мы пройдемся все поверхности сразу белой краской, а потом уже, если нужно, еще заколируем. Если вам нужно покрасить тамбур, кладовую или склад, эта краска износостойкая и имеет много преимуществ. Краска 4 сезона – это матовая краска. Она не содержит растворителей, поэтому не имеет запаха. Она предназначена для работы при температуре до минус 15 градусов. Содержит натуральный мрамор, а также добавки против плесени и грибка. Наносить краску можно валиком, кистью или краскопультом. Поверхность перед покраской можно не грунтовать. Краска имеет хорошее сцепление с поверхностью и наносится очень ровно, достаточно 2 слоев. Фух. Покрасили мы потолок и 2 вот эти стены белым цветом. Теперь все такое чистенькое, аккуратное и красивое. Так, а вот эти 2 стены, где мы установили панели, вот, мы сейчас для них заколируем краску и уже покрасим цветной краской. Пойду возьму колеры сейчас, валики, они у меня там в доме. Кстати, дверь мы будем красить, нет? Нет, двери мы как вот переделали, они нашли свой цвет, и мы больше их перекрашивать не будем. Мы их только в конце грязных работ вымоем хорошенько. Ну, я думаю, что единственное изменение, которое ждут впереди, это только смена этих дверей. Итак, у нас стены белые, а двери серым цветом. И сейчас мы наведем соответствующий цвет для вот этих панелей. Ой, только не зеленый, я тебя прошу. Черный колер. И чуть-чуть фисташкового. Вот такой вот оттенок у меня получился. Это светло-мятный, очень классный. Долго его, конечно, выводила. Иногда так бывает, когда наводишь цвет вручную, то нужно потратить довольно-таки немало времени. Но результат того стоит. И, как вы видите, я уже углы и края покрасила. И сейчас возьму валик и быстро покрашу все стены внутри. И будем ждать, пока высохнет, чтобы увидеть окончательный результат. Ну и что хотелось бы отметить, по окончанию работ с покраской мы очень довольны результатом и рады, что попробовали эту новинку от торговой марки Farbitex Profi и использовали вот такую фасадную акриловую краску 4 сезона. Ну и как вы заметили, эта краска отлично красит мороз, а еще она прекрасно колируется, при этом расходуя совсем небольшой объем колера. И если вам тоже понравилась такая краска и вы хотите покрасить что-то в мороз, приобретайте ее, переходя по ссылочке в описании под этим видео. А еще, чтобы завершить здесь работы, мы решили наклеить вот такой вот потолочный плинтус. Но пока примеряли, в общем, как-то он нам тут не сильно зашел. Поэтому мы решили отменить этот вариант и остановились на вот таком вот штапике. Покрасили его в такой же цвет, как и панели. Рома уже здесь подготовил, вот набил гвоздики, и сейчас мы прикрепим. И я думаю, так вид будет намного аккуратнее. Ну а теперь прикрутим на место наши полочки.
красивые такие. Сразу одну прикрутим, а потом вторую, да? Ух ты. Самое как главное красиво. ровно их выставить, чтобы Рома, два раза не перекручивать вот- и не делать много дырок. Да, Рома, знаешь, вот как хорошо, что ты успел ее сделать, пока у нас был фрезер. Пока он не сгорел, да? Да. Так, давай я держу, и ты смотри, у тебя лучше глазомер, чем у меня. Так, держи, а я буду Держи. хорошенько прикручивать. Держится. А вот эта вешалка, она у нас здесь так и висела, мы ее просто вернем на место. И представляете, когда мы ездили за вот этими панелями, в нашем магазине покупали их, и там же увидели вот такую вот тоже вешалочку. Это у нас будет ключница. Они будут вот так висеть вот, и гармонировать. Очень здорово, я думаю, будет. А теперь после всех грязных работ я приступаю к уборке. Вначале нужно вымыть все окна. Они у нас хоть и старенькие, но вполне пригодные. Подоконники на окнах, конечно, выглядят не очень, и мы не успели им подарить новые деревянные. Но у нас есть такие накладки из линолеума, и они вполне выручают и спасают ситуацию. Их очень удобно убирать, и они придают очень такой чистый и аккуратный вид. Вначале стекла хорошо вымываю мыльным раствором. Стеклоочистителя у меня под рукой не оказалось, поэтому натираю их до сухости и блеска обычным бумажным полотенцем. Из нашей квартиры я привезла вот такие вот занавески. Там они лежат без дела, а здесь они пойдут в ход. В общем, верхнюю часть я буду только использовать, повешу здесь, а дальше здесь вот где стекло повешу тюль, которая у нас и была. С такой вот контрастной занавеской, мне кажется, здесь стало намного как-то уютнее, теплее вот в нашем таком безжизненном тамбуре. И, кстати, вот мы уже делаем второй раз здесь ремонт, и я уже прихожу к тому, вот как здесь бы я хотела, чтобы выглядело. И вот, по крайней мере, этот угол, эти вот окошки, вот все так, как мне нравится. Да, осталось, конечно, поменять еще когда-нибудь, поменяем двери. А по поводу тюля, вы мне в прошлом видео, когда мы делали здесь первый раз ремонт, я занавесила полностью окно тюлем, и вы сказали, что, Вика, лучше сделать вот тюль только в области стекла. И вот честно, просто вот в восторге. Спасибо вам большое. Совет ваш очень пригодился, и мне так нравится сейчас. Не знаю, что-то может быть здесь поставить. Может быть, вот этот фонарик я думала поставить здесь, а может быть даже ничего пока не ставить, потому что и без фонарика, в принципе, здесь очень красиво. Я думаю, фонарик нужно поставить вот здесь. Ну, может, даже не по центру, где-то сбоку. О, намного стало уютней. И еще на верхнюю полку поставлю такой вазончик с растишками. Он у меня уже путешествует по всем комнатам. Ну, что, здесь прям захотелось жить. Я еще не знаю, что здесь можно и как украсить, поэтому, если у вас будут идеи, пишите их в своих комментариях под этим видео. Будет интересно тоже почитать, что можно здесь такое добавить или ничего не добавлять, оставить так. Ну, думаю, что с этой работой мы справились на отлично.
Мы уже как-то говорили, что у нас в декабре очень переменчивая погода. 2 дня прохладно, 2-3 дня тепло. Но сегодня совсем пригрело, вышло солнышко. Я смотрел на градуснике +6, но это в тени, а на солнце, наверное, вообще +12, +13. Так что нужно воспользоваться этим временем, чтобы на улице прогуляться с нашими собаками, с нашими котами, ну и самим зарядиться витамином D. Потому что передаю через день, завтра, послезавтра уже будет -6, -7. Будет так прохладненько. Ну и как раз на улице можно что-то поделать. И вот недавно приезжал мой друг и говорит: Рома, у тебя столько железа, есть тут и трубы, и уголки, почему ты не сделаешь себе турник? И это хороший вопрос, потому что когда работаешь в своем доме, в своем огороде, постоянно сгорбленный, а если на турничке хорошо висеть, то и спина будет здоровее. Поэтому я решил себе, что сделаю турник, но думаю, сейчас зима, холодно, земля замерзшая, не вкопаешь, ну и как-то лень чуть-чуть. А вот сегодня пригрело, и думаю, может быть, хотя бы я сварю этот каркас, да, такой, может, бетонировать его не буду, но поставлю, чтобы можно было хотя бы на нем висеть. Здесь у нас вот есть такая хорошая труба, но она, мне кажется, пригодится чуть позже нам на беседку. А еще нашел вот такие вот железяки О-образные, или как еще называют, швеллер, да. Вот. И их как раз 2, поэтому можно ими воспользоваться. Так, посмотрю примерно, какой они длиной. У меня 1,75 м, а у них, наверное, больше 2 метров. Плюс, если висеть, руки ж выпрямляются, да? Ну, закапывать придется не так много. Ну, или закопаю сантиметров 40, а ноги буду тогда не полностью выпрямлять. Ну а на саму перекладину выберу вот эту трубу. Она уже даже немножко покрашенная. И здесь можно даже браться широким хватом. Подойдет, кажется. Вот выбрал тут как раз хорошее место. Никому не буду мешать. И самому можно хорошо работать. Конечно, турник я бетонировать не буду, потому что ночью все равно будет температура минус, и цемент не затвердеет и потрескается. Поэтому сейчас можно его вкопать где хочешь, а потом перенести в самое подходящее место. Здорово, что у нас есть мотобур, поэтому им отверстие и буду делать. Отдел самый маленький шнек на 150. Сейчас надеюсь, что он заведется быстренько с 1-2 раз. Но не знаю. Надо дергать. О! Давай, давай. Ага, в холоде простоял долгое время. О, поехали. О, дымок пошел. Отлично. Между ремонтами на этой неделе я еще успела приготовить холодец, поэтому сделаю небольшую вставочку в это видео. Вначале отвариваю в кастрюле все виды мяса, какие только у меня были. Единственное, что только хотела добавить еще куриную печень, но ее я отварила в отдельной кастрюле. Когда мясо хорошо проварилось, я его переложила в отдельную тарелку, чтобы оно немного подостыло, и я смогла его отделить от кости и разложить по всем контейнерам. Кстати, когда мясо варилось, я добавила лавровый лист, соль, а также перец горошком. Мне нравится моя дачная кухня, и я очень люблю готовить, но время на готовку между всеми делами плюс ремонтами остается очень мало. Поэтому, когда у меня выпадает такая возможность повозиться на кухне, я провожу это время с большим удовольствием. Сейчас я добавляю маленькие кусочки куриной печени. Также я чистила чеснок и тру его на мелкой терке в каждый контейнер. А дальше все буду заливать горячим бульоном.
В отдельную кастрюлю сейчас я процеживаю бульон и ставлю на огонь, чтобы довести до кипения. И теперь, когда бульон закипел, я его разливаю по контейнерам, а дальше контейнеры слегка закрываю крышечкой и оставляю остывать. А на утро, когда контейнеры остыли, я отношу их в погреб. Я точно знаю, что у каждой хозяйки есть свои секретики по приготовлению вкусного холодца, поэтому не стесняйтесь, делитесь в комментариях, я уверена, что многим будет интересно почитать. Ну, одну яму я выкопал, а потом думаю, не буду спешить. Лучше сразу все подготовлю, по размерам все отрежу, зачищу, приварю, а потом уже сделаю вторую яму, чтобы не ошибиться и потом не закапывать много. Что еще очень здорово, так это то, что здесь в середине швеллера наварена вот такая гайка. И наш турник как раз на нее налазит. Вот так вот, если хорошенько прикрутить. Опа! О, уже более-менее держится, да? Все равно еще проварю гайку с двух сторон и сам турник, и к гайке, и к швеллеру. И думаю, будет держаться отлично. Так, приварил я нашу перекладину, но теперь, чтобы не распалась вся конструкция, вот так, чтобы ножки не разошлись, приварю еще вот такой прутик. Я его уже выставил, сейчас только осталось прихватить. Так, ну а теперь убираю весь инструмент, чтобы он не лежал под ногами и не вымазывался, и буду вкапывать. Ого, тяжелый, ничего себе. О, тяжеленный. Сейчас бурю вторую яму и можно уже вкапывать турник. Текс. Фух. Во второй яме прям камни были. А я думаю, почему так сильно дергается. Все равно ямы получились. Сейчас установлю турник. Хорошенько тоже его заколочу, забью. И камнями со всех сторон утрамбую. Опачки. Раз. Раз. Веснушка уже закапывает. Молодец. Давай, закапывай, закапывай. А то я буду долго это делать. Да? Так, ну не очень будет высокий турник, но подтягиваться на нем будет можно. Теперь еще выровняю по уровню его. А тут равнять нормально. А я думаю, что он такой заваленный? Думал, это я так криво сварил. А это просто не по уровню стоит. Оп, оп, оп.
Так, накидаем еще камней и хорошенько утрамбуем. Не бетонируем, но трамбовка тоже, думаю, будет держать. Хорошенько. О, так, еще кирпичик. Теперь еще раз проверяем уровень. Самое главное, чтобы перекладина была ровно. Ну, нормально, да? Отлично. Наверное, так вам будет видно. Турничок ровный. Сейчас эту ветку обломаю и попробую подтянуться. О, думаю, турник меня должен выдержать. Так, держи меня, соломинка, держи. Хопа. Хопа. Нормально. Ну да, он шатается, понятное дело. Можно подтягиваться, только очень аккуратно. По несколько раз в день, и спина не будет болеть. О. Понятно, что это временный вариант нашего турника. Я бы снизу еще приварил подпорки и хорошенько его забетонировал. А может быть, еще в будущем приварю рядом брусья. Ну, посмотрим. Главное, чтобы не болеть и были силы и желание трудиться. С утра встал, хотел покрасить турник, а у нас опять морозец, -3, -4. Ну ничего, думаю, это покраске не помешает. Сейчас хорошенько турник зашлифую, а потом черной краской пройдусь. Сейчас иду в магазин. Нужно докупить фрукты, овощи. Ой, вы знаете, так довольна ремонтом в коридоре. Вот хотелось бы, чтобы в других комнатах, где мы сейчас делаем ремонт, чтобы уже так сделать и уже потом только так обустраивать, там добавлять детали разные. Вот, очень уютно, прям так атмосферно. Казалось бы, коридор, даже вот тамбур, он холодный такой весь. В общем, вот этой переделкой, этим ремонтом очень довольна. И надеюсь, что остальными тоже ремонтами, вернее, результатами их, мы тоже будем так довольны. Так, я уже подхожу к магазину. Вот там вдалеке наш магазинчик, возле него такая площадка, где можно сесть, перекусить, там мороженое, выпить кофе, в общем, отдохнуть, пообщаться с соседями. Я, кстати, называю этот магазин Железным. Вот, и глядя на него, тоже думаю, что скоро мы тут все в поселке после таких пожаров будем строить себе такие железные домики. Ну, в общем, это, кстати, отличная идея для постройки хозблока. Вот. Ну, об этом подумаем весной. Встречаешь? Встречаете? О, ты меня встречала? Я Луша встречала? О, Тунечка, пойдемте. Девчонки, заворачиваем домой. Домой, пойдем. Жужа, пойдем. Да, потом, Жуж, на прогулку, потом. Так, ну теперь красим. Черная краска, самая неприхотливая, турник всегда будет казаться чистым. Кстати, когда я был помоложе, я довольно-таки неплохо подтягивался. И такой для вас конкурс. Угадайте, пожалуйста, сколько рекорд у меня в подтягивании. Это мне было, наверное, лет 18-20, я его поставил. Так что жду ваших комментариев. Так, ну вот такой получился турник, довольно неплохой. Для чего турник нужен? Чтобы на нем тренироваться и подтягиваться. Я когда обещаю, тогда у меня больше мотивации. В прошлый раз пообещал выучить кузнечика, исполнил. И сейчас обещаю вам, что через месяц я смогу потянуться на этом турнике 15 раз. Если вдруг я забуду показать видео, вы мне обязательно напомните об этом. Ага, давай еще занесем обувницу, то забыли ее поставить. Да. А собачки ждут свое место, говорят, ну когда вы нас уже пустите? Альфа ждет.
Теперь мы придумали, что будем открывать это сиденье. Молодец. И Альфа здесь будет. Альфа, на место. Давай, садись. Молодец. Ты тут любишь, тебе тут тепленько. И рядом еще и Жужу тебе посадим, да? Хорошая собачка наша. Надеемся, что вам понравился ремонт здесь, в этом коридорчике. Мой Ой, турник, ну и в целом это видео. да. Несмотря на проблемы, конечно, с YouTube, мы надеемся, что это видео выйдет вовремя, и вы сможете его просмотреть. Но если вдруг вы не хотите нас потерять, то в комментариях мы оставим все ссылочки, да, на Дзен, на телеграм-канал. Переходите туда, там мы с вами будем на связи. И, конечно же, дорогие зрители, спасибо, что вы у нас есть. Спасибо вам за поддержку, которую вы оказываете для нас. И всегда с нами, несмотря ни на какие трудности и проблемы. И от себя хотелось бы, конечно, пожелать вам крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Да, и хороших выходных. Спасибо, что вы с нами. Ждем ваших хороших комментариев, лайков. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.